Детеныши диких животных порой очень удивляют своим внешним видом. Взгляните на этих малышей. Вы сможете определить, к какому виду они принадлежат? Крошечные, милые, хищники. Рождаются размером с виноградину, а потом вырастают настолько быстро и сильно, что и глазом не успеешь моргнуть, как окажешься их добычей. Интересно узнать, о ком идет речь? Тогда смотри наше видео до конца. Приятного просмотра! Начнем, пожалуй, с довольно предсказуемого варианта. Поговорим об одном из самых мощных, внушительных животных. Он обладает густым мехом, который может варьироваться от белого до черного цвета, в зависимости от ареала обитания. Он имеет величественную походку, мощные лапы. Это существо – настоящий владыка лесов и тундр. Узнали, о ком идет речь? Ну, конечно же, о медведе. Получилось довольно суровое описание, но посмотрите, как мило выглядят детеныши этого зверя. Круглые ушки, любопытный взгляд, совсем как игрушечные, даже немного похожи на котят. Малыши появляются на свет в зимний период, во время спячки матери прямо в берлоге. При рождении они чрезвычайно маленькие, слепые и глухие, весят всего несколько сотен граммов и почти не имеют шерсти. Первые месяцы своей жизни медвежата не покидают уютного и безопасного жилья. Питаются молоком матери, набирают вес и силу, становясь готовыми к выходу из берлоги, где можно исследовать окружающий мир. Медведица в первые 2 года жизни детенышей учит их искать пищу, лазить по деревьям, избегать опасностей, в общем, всем необходимым для самостоятельной жизни навыкам. Медвежата проходят через сложный и интересный процесс роста и развития, прежде чем приспособятся к независимому существованию в дикой природе. Имейте в виду, владыка лесов и тундр непредсказуем, вам лучше никогда не встречаться с ним лицом к лицу. Медведь всеяден и опасен для человека. Например, совсем недавно жертвами этого грозного хищника стали молодые люди, проживающие в Якутии, Россия. Там медведь перебрался на газоперерабатывающее предприятие, где тут же набросился на работников. К сожалению, без пострадавших не обошлось. Пришлось отпугивать зверя огнетушителями и машиной, что не особо помогло на самом деле. Медведь ушел лишь тогда, когда ему наскучило играть с людьми. А сейчас я вам покажу настоящих котят. Ой, не то. Вот. Мягкий, пушистый мех светло-коричневого цвета, широко открытые, полные любопытства глаза, маленькие ушки, реагирующие на каждый звук, розовый милый носик, олицетворение невинности и беззащитности. А это, между прочим, будущий царь зверей. Львята рождаются слепыми. Их глаза открываются примерно через неделю после рождения. В первые несколько недель они полностью зависят от матери, которая кормит их своим молоком. В этот период львята проводят большую часть времени за сном или за едой. Честно говоря, захотелось немного побыть львенком. Но как только малыши становятся более подвижными, они начинают играть друг с другом, что является важной частью их социального и физического развития. Игры помогают им развивать координацию, силу и навыки, которые понадобятся для охоты и выживания. Вообще, игра имеет важное значение для развития многих молодых животных, особенно млекопитающих и птиц. Через игру детеныши учатся важным аспектам взросления. Приблизительно в возрасте 3 месяцев львята начинают постепенно переходить на твердую пищу. Они поедают мясо, принесенное взрослыми членами прайда, а вот в возрасте около 6 месяцев уже начинают сопровождать взрослых во время охоты самостоятельно. К году жизни львенок становится достаточно большим и с этого момента является активным участником жизни прайда. Ну ладно, думаю, львят и медвежат вы уже видели неоднократно, все же хочется вас чем-то удивить. Как насчет этих малюток? Вы знаете, чьи это детеныши? Дам подсказку. Скорее всего, вы видите эту птицу ежедневно, ну, только если не живете в Антарктиде. Ведь она обитает практически на всех континентах нашей планеты. Африка, Евразия, Северная и Южная Америка, Австралия и даже Арктика. Эта малютка умеет адаптироваться к различным условиям, в том числе и к экстремальным. Ладно, больше не буду тянуть. Это птенец голубя. Голуби появляются на свет из яиц, слепыми и беспомощными, с очень малым количеством оперения или вовсе без него.
Они полностью зависят от родителей, которые кормят их голубиным молоком, уникальной питательной субстанции, вырабатываемой в гортани обоих родителей. В первые дни детеныши растут очень быстро. Их оперение начинает развиваться буквально через несколько дней после вылупления, и они быстро переходят от кормления голубиным молоком к более твердой пище, приносимой родителями. Проходит всего около нескольких месяцев, прежде чем птенцы голубей становятся полностью самостоятельными, учатся летать и приобретают известный нам упитанный вид. Почему вы никогда не видели детенышей голубей? Ведь этих птиц так много на наших улицах. Все дело в том, что они, как правило, стараются жить и вить гнезда в труднодоступных местах, где-то на высоте, например, в пустотах под крышами, пустых чердаках, заброшенных зданиях. Найти гнезда голубей человеку довольно сложно, и именно поэтому, скорее всего, вы их никогда и не встречали. Ой, смотрите, ящерица, какая смешная. Подождите-ка, это не ящерица. Какие-то у нее страшные зубы и странный окрас. Неужели это крокодил? Такой маленький? Да, действительно, ведь рост детенышей крокодила в зависимости от вида может варьироваться от 15 до 30 см. При этом рост взрослой особи может достигать длины более 6 или даже 7 метров. Но давайте обо всем по порядку. Сначала самка крокодила откладывает яйца. Обычно в песчаную или грязевую нору, которую она вырыла. Количество яиц может варьироваться в зависимости от вида, но обычно их от 20 до 60. Яйца инкубируются в течение примерно 2 или 3 месяцев. Интересный факт. Температура инкубации может определять пол детенышей. Более высокие температуры обычно приводят к рождению самцов, а более низкие – самок. При вылуплении детеныши крокодила используют специальный зуб, называемый яйцевым зубом, чтобы прорваться через оболочку. Этот зуб исчезает вскоре после рождения. Самка крокодила заботится о своих новорожденных, помогая им выбраться из гнезда и перенося их в воду в своей пасти. Мать остается с малышами, защищая их от хищников. При этом детеныши крокодила самостоятельны практически с самого рождения. Они обладают отличными инстинктами охотника, ловят насекомых, лягушек, рыб и мелких животных. Тем не менее, все же предпочитают оставаться поближе к матери еще в течение нескольких лет. Что вы знаете о бегемотах? Я тут недавно узнал, что, оказывается, у бегемотов нет врагов в дикой природе. На них не рискуют нападать даже львы. Ведь эти животные обладают чудовищной силой, невероятной физической выносливостью и пытливым умом. Главное оружие бегемотов – клыки. Клыки растут всю жизнь и могут достигать длины более полуметра. Вкупе с недюжинной силой такое оружие становится смертельным. В ярости бегемот способен перекусить пополам даже нильского крокодила. Представили себе этого свирепого зверя? А теперь посмотрите на его детенышей. Совсем крохи. Новорожденные бегемоты весят всего от 25 до 50 килограмм, что кажется малым по сравнению с размерами взрослых особей, весящих до 3 тонн. Особенно милыми малыши выглядят с их маленькими ушками, большими глазами и короткими толстыми ножками. С самого рождения бегемотики умеют плавать и могут даже кормиться под водой. Они быстро растут, питаясь молоком матери, и начинают пробовать твердую пищу уже через несколько месяцев. Молодые бегемоты остаются с матерью в течение нескольких лет, что помогает им выжить в сложной окружающей среде. Можно заметить некоторые параллели между взрослением бегемота и взрослением крокодила. Да и вообще можно сказать, что бегемоты делят свою среду обитания с крокодилами. Именно поэтому самые частые стычки у бегемотов происходят именно с этими рептилиями. Но самый страшный враг бегемота – это человек. На бегемотов охотятся из-за их ценных клыков, поэтому из-за действий человека, наряду с потерей среды обитания и изменением климата, Международный союз охраны природы присвоил бегемотам статус уязвимого вида, а это значит, что они находятся под риском вымирания. А теперь поговорим о щенятах. Детенышей собак вы видели неоднократно, я так думаю, поэтому я не буду вам сейчас о них рассказывать. А какие еще могут быть щенята, спросите вы? Детенышей скунсов также принято называть щенятами. На самом деле общество не определилось, кто они –
щенята, скунсята, скуснёныши или скунсики. Поэтому и я буду называть их по-разному. Детеныши скунсов рождаются слепыми и беззащитными. Их маленькие размеры и пушистый мех делают их особенно милыми. Они обладают теми же характерными полосами или пятнами, что и взрослые особи, хотя их окрас может быть менее выраженным. Скунсята в первые недели жизни полностью зависят от матери, ведь они начинают открывать глаза и исследовать окружающий мир только через 3 недели после рождения. Кстати, в это же время они обретают ту самую знаменитую способность извергать сильно пахнущую жидкость, отпугивающую хищников. Поэтому, если вы очень хотите погладить скунса, но боитесь неприятного аромата, советуем сделать это в первые недели жизни щенка. Эти малютки, подобно щенкам, также уязвимы в первые дни своей жизни, хоть и обладают во взрослом возрасте мощным оружием. Я говорю о ежатах и об их колючках. Мало кто знает, что детеныши ежиков рождаются с мягкими колючками, которые затвердевают не сразу. Это нужно для того, чтобы не повредить мать при рождении. Колючки ежиков, хотя и не используются для нападения, являются эффективным средством защиты от хищников. Поэтому детеныши ежика в начале своей жизни полностью зависимы от матери, которая оберегает их от проблем. Но вы только посмотрите на эту милоту. Небольшой размер, круглые формы делают этих малюток просто очаровательными. Как и многие молодые животные, детеныши ежиков любопытны и игривы, что делает их поведение забавным и привлекательным для наблюдения. Кстати, взрослые ежики тоже выглядят довольно мило. А вы знали, что они питаются не грибами и ягодами, а самой разнообразной пищей, включающей в том числе и мясо? Насекомых, улиток, мелких грызунов, лягушек и даже змей. Они также могут потреблять падаль и яйца птиц. Ежики могут быть опасны и для человека, так как часто являются переносчиками бешенства. Так что лучше не трогайте этих милых животных. Пусть они занимаются своими ежистыми делами, а вы своими. А эти удивительные существа прославились своим медлительным образом жизни. Они проводят большую часть времени, вися вверх ногами на деревьях, и двигаются так медленно, что на их шерсти даже успевают расти водоросли. Они редко спускаются на землю, и в основном для того, чтобы справить нужду раз в неделю. И мы говорим, конечно же, о ленивцах. Думаю, вы все наслышаны о них. А вы видели, как выглядят детеныши этих животных? Просто посмотрите. Большие глаза, милая улыбка, крошечные лапки, настоящее воплощение нежности и очарования. Детеныши ленивцев рождаются на деревьях. После рождения малыш крепко цепляется за мех матери и остается с ней в течение примерно 6 месяцев. В этот период мать учит детеныша важным навыкам выживания, включая выбор пищи и передвижение по деревьям. Интересно, что ленивцы на самом деле не такие уж и ленивые. Их медленные движения – это адаптация к жизни на деревьях, а также способ сэкономить энергию в условиях ограниченного питания, которое состоит в основном из листьев, имеющих низкую питательную ценность. Пищеварительная система ленивцев работает настолько медленно, что переваривание пищи может занимать целый месяц. Представляете? Ладно, на самом деле ленивец очень опасен. Комментарии к этому видео излишни. Эти милые детеныши рождаются в суровых ледяных регионах, укутанные в пушистый белый мех, который помогает им сохранять тепло в экстремальных погодных условиях. С первых дней жизни они обладают удивительной способностью к плаванию, но большую часть времени проводят на суше или на льду. Я говорю о тюленятах или детенышах тюленей. Они рождаются совсем крохами, но буквально за несколько недель могут удвоить свой вес, благодаря насыщенному полезными веществами молоку их матери, способствующему быстрому росту. Взаимодействие матери и тюлененка такое тесное и нежное. Просто посмотрите. Мать часто вызывает своего детеныша уникальными звуками, а тюлененок отвечает ей. Это помогает им поддерживать связь среди обширных и часто переполненных колоний. По мере взросления тюленей их детский мех сменяется на другой, более приспособленный к водной среде. Малыши начинают учиться охотиться и самостоятельно исследовать окружающую среду, хотя могут оставаться рядом с матерью в течение первого года жизни или даже дольше, в зависимости от вида.
А теперь давайте наконец перейдем к тому самому животному, о котором шла речь в начале ролика. Смотрите, какой малыш. Неужели он и правда вырастет опасным хищником? Это детеныш кенгуру. Кенгуру – марсупиалы. Это означает, что они вынашивают своих детенышей в специальном кармане – марсупии, расположенном на животе матери. Ну, вы точно слышали этот удивительный факт. Ну а знали ли вы, какими маленькими рождаются кенгурята? Недоразвитые крошечные комочки, которые еще долгие месяцы будут находиться в марсупии матери, там расти и развиваться. Размер этих малюток, конечно, контрастирует с размерами взрослых особей, особенно таких, как красный кенгуру, который является самым крупным марсупиалом в мире. Его рост может достигать целых 2,5 метров. Взрослые кенгуру – довольно грозные животные, обладающие огромной силой и способностью к быстрым и мощным прыжкам. Посмотрите на этого борца! Сколько мускул! Конечно, я немного вас обманул, сказав, что кенгуру – хищник, ведь это травоядное животное, которое питается преимущественно различными видами листьев. Но, думаю, вы бы не захотели встретиться с кенгуру в дикой природе. Они могут быть очень опасны для человека. В основном жертвам удается отделаться лишь травмами, а последний смертельный случай от атаки сумчатого был аж в 1936 году. Но австралийские жители, например, предпочитают не выходить из своих жилищ или выходить, вооружившись палками и другими предметами, если видят рядом такого незваного гостя. А вот детеныши этих сумчатых – полная противоположность взрослых особей. Они беззащитны и просто очаровательны. В первые месяцы жизни почти полностью зависят от материнской сумки, но постепенно начинают изучать мир вне. Сначала они лишь выглядывают, а затем постепенно начинают покидать сумку на короткие периоды времени. Мягкая шерсть, большие любопытные глаза – это невероятно мило. Даже в мире опасной дикой природы есть место милым и невинным созданиям. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, до встречи в следующих видеороликах и не забывайте подписываться на канал и ставить лайк этому видео, если оно было интересным. Ну и покедова!